Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В этом видео я буду вязать самую модную сумку сезона из джинсовой пряжи. Эти сумочки только-только набирают оборот и очень сложно достать как таковую джинсовую пряжу. Поэтому я буду делать ее самостоятельно. Из старых джинс получатся не только шорты, но и модный аксессуар. Начинаю с небольшой хитрости. Ширина моей калошины соответствует размеру изделия, которое я буду вязать. Поэтому из этой части джинс я делаю подкладку. Если у вас достаточно узкая модель или изделие другого размера, можно сшить подкладку из двух калошин, отрезав необходимую глубину. Здесь уже обработан край, и работы по вшиванию и пошиву подкладки будет гораздо меньше. Я отмеряю глубину своего изделия. Мне потребуется около 17-18 сантиметров. Выворачиваю свою заготовку и прокладываю шов. На шов у меня сделан припуск. Изнаночная часть сумки готова. Убираю ее в сторону. И продолжаю из остатков джинс делать пряжу. Толщина моей нити примерно 1,5 сантиметра. На глаз визуально намечаю примерную толщину и начинаю нарезать от шва углом. Выхожу на нужную толщину и по спирали продолжаю укорачивать штанину, сматывая пряжу в клубок. У меня получилось 250 грамм пряжи. В среднем толщина нити 1,5 сантиметра. Где-то немножко больше, где-то немножко меньше. Я набрасываю нить на крючок. Инструмент я выбрала 7 миллиметров. Короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Мне нужна цепочка из воздушных петель, длина которой будет примерно равна основанию изделия. Вяжу достаточно свободно, чтобы просто было провязывать последующие ряды. У меня 17 воздушных петель, около 20 сантиметров в длину. Я ориентируюсь на подготовленную ранее подкладку. Цепочка из воздушных немножко меньше. За счет добавлений первого ряда размер основания будет соответствовать размеру подкладки. Итак, я переворачиваю косу из воздушных петель на тыльную сторону и вставляю крючок в задние перемычки. Пропускаю первую точку, она уходит на петлю подъема. В следующую точку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Так по одному столбику в каждую заднюю перемычку до начала ряда цепочки из воздушных петель, то есть до этой точки. 15 столбиков провязано, 16-й это точка поворота. В эту точку провязываю сразу 3 столбика, чтобы попасть на противоположную сторону. Когда мне попадаются швы, я стараюсь положить петли так, чтобы они остались с изнаночной стороны. Но даже если получается, что они выходят на лицо, это не портит картины. И нить двух цветов тоже получается повернута то одной, то другой стороной. И получается интересный узор полотна. Продолжаю в точку поворота 2 столбик и сюда же 3 столбик. Я оказалась на противоположной стороне.
Край начала ввязываю в полотно. По противоположной стороне вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и продолжаю вязать столбики без накида. Следующая точка. И так далее до фактического начала ряда. На противоположной части первого поворота также провязываю 3 столбика в вершину. Первый, второй и третий. Больше добавлений провязывать не буду. Далее перехожу на вязание по спирали. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Первая точка у меня спряталась под последний столбик. Ввожу крючок туда и провязываю первый столбик второго ряда. Далее за каждую кромку 1 столбик без накида. Вот на данном этапе количество столбиков в круг меняться уже не будет. Вяжу по спирали ряд за рядом на необходимую глубину изделия. У меня заканчивается 13-й ряд. И здесь я заканчиваю, сводя ряды на нет. В боковой точке для того, чтобы не было видно перепада. Провязываю последний столбик и перехожу на соединительные. Вытягиваю нить полностью и делаю незаметное соединение. В следующую кромочную косу за обе дужки увожу нить наизнанку и возвращаю в исходную точку. Прячу внутри. Сумочка получилась в размере мини. Если хотите более вместительный аксессуар, запаситесь джинсами. 22 сантиметра ширина и 17 сантиметров глубина. Дополнительно можно вшить потайной карман, молнию или кнопку. Очень стильный и яркий аксессуар, который украсит повседневный образ с сарафаном или джинсами. Цепочку можно также декорировать с помощью джинсы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!